Ежегодно 15 ноября планета Земля и все человечество проходят по мосту безвременья. Мы подводим итоги уходящего года, сдаем экзамены и формируем жизненные сценарии наступающего Нового года. Вы часто просите меня помочь узнать свою миссию и предназначение на Земле, но, получив информацию, не знаете, как ею воспользоваться, с чего начать. Это видео для тех, кто готов идти по пути служения, осознает свою силу и творческий потенциал и ищет любую подсказку, любой знак, чтобы начать действовать. Важно знать, что этап служения может начаться независимо от возраста, когда вы вспомнили себя, то есть прошли кармические уроки и сдали кармические экзамены. Полная информация об этом хранится в вашей индивидуальной матрице. У вас есть возможность обратиться ко мне за помощью по распаковке ментальных кодов. Чтобы заказать индивидуальную матрицу, напишите мне лично. Для выполнения кармической задачи важно, чтобы человек мог сам осознанно использовать все свои способности и возможности. Кармические задачи можно разделить на две категории – коллективные и индивидуальные. Коллективная кармическая задача выполняется группой людей или всем обществом в целом. Продолжение рода, поддержание жизни, функционирование социума и другие задачи, помогающие сохранить стабильность всей цивилизации. В помощь человеку для этого был создан 12-знаковый зодиак. Его еще называют нижним, потому что вся информация, необходимая для выполнения коллективных задач человека, находится в нижнем или проявленном мире. Индивидуальная кармическая задача поставлена высшими силами избранному человеку, и она не может быть общей. Но человек с такой задачей может задействовать для ее выполнения коллективы людей или весь социум. Предназначение индивидуальных кармических задач – это эволюционный прогресс всего человечества. Для выполнения индивидуальных кармических задач недостаточно информации, записанной в коллективном бессознательном. Поэтому нам необходима информация из мира идей и принципов, так называемого верхнего или непроявленного мира. В помощь людям с индивидуальными задачами высшими силами был создан верхний зодиак. В верхнем зодиаке также выделяются 12 знаков. Знаки верхнего зодиака связаны со знаками нижнего. Они расположены на границе знаков нижнего зодиака. Точнее, один знак верхнего зодиака – это 7 градусов одного знака нижнего зодиака и 7 градусов соседнего с ним. Начало верхнего зодиака – это первые 7 градусов Овна и последние 7 градусов Рыбы, так как направление верхнего зодиака является противоположным направлению движения нижнего зодиака. В конце этого видео я перечислю даты всех знаков верхнего зодиака, чтобы вы могли определить, являетесь ли вы духовным проводником всего человечества и какая ваша высшая миссия на Земле. А сейчас давайте настроимся на энергию змееносца. Его еще называют 13-м знаком зодиака, а на самом деле змееносец – 5-й знак верхнего зодиака. И змееносцем являюсь я, ваша покорная слуга.
Он находится на границе знаков Стрельца и Скорпиона. На небосводе ему соответствует созвездие Змееносца, звезда Рас-аль-Хак. Змееносец – единственный знак верхнего зодиака, который имеет прямую связь с нижним зодиаком. Именно поэтому его называют верхними вратами или вратами рая. Только в знаке Змееносца человек в текущем воплощении имеет возможность сделать огромный переход всей своей жизни. Человек может из замкнутого, воплощенного мира перейти в безграничное пространство мира идей и принципов, при этом остаться в живых и пользоваться всеми своими материальными наработками текущего воплощения. В знаке Змееносца ничто не исчезает, только добавляются невероятные задачи и перспективы перехода на более высокий уровень развития. Первая возможность – это возможность перехода на более высокий уровень выполнения своей кармической задачи без смены физического тела, то есть без прохождения через смерть. Говорят, что змееносец дает шанс выйти из-под власти кармы, выйти из колеса сансары. Человек, который смог успешно пройти змееносца, получает свободу выбора. Он может сам выбирать формы для материализации своей кармической задачи и инструменты для ее выполнения. Кармическую задачу никто не отменяет, но исчезают жесткие рамки условий для ее выполнения. Человек становится свободным, ему дается возможность творческого подхода к выполнению своей кармической задачи. Вторая возможность – это власть над стихийными силами, над коллективным бессознательным. Эта способность обеспечивается ключевой планетой Змееносца Плутоном. Плутон – дальняя планета. Оценить ее влияние на судьбу отдельного человека очень сложно. Работа Плутона – влиять на судьбы поколений, на судьбы народов и всей цивилизации. Мифологический Плутон – владыка подземного мира. Он может сдерживать силу разрушительных действий, силу взрыва. Змееносец дает возможность быть выше коллективного бессознательного, что позволяет человеку, имеющему на него выход, управлять коллективными массами и вести за собой. Змееносец дает возможность быть вождем, вершителем судеб множества других людей. В пятом знаке верхнего зодиака происходит соприкосновение верхнего и нижнего мира, поэтому человеку, заслужившему право пользоваться этой дверью, позволено вмешиваться в свою карму и карму других людей. Он может помочь себе или другому человеку пройти некоторые кармические испытания на информационном уровне, получить кармические уроки без отработки их на физическом плане. Работая в змееносце, человек должен тщательно отслеживать свои действия, анализировать их, чтобы не получилось, как у мифологического Асклепия, который лечил и оживлял недостойных людей, избавляя их от божественного наказания и нарушая закон причинно-следственной связи. Стоит помнить о соблазнах всех людей, имеющих выход на верхний зодиак. Всегда следует помнить о своем месте и не переступать порог дозволенного в этом мире. Иначе паразитирующие личности станут вашими постоянными спутниками, используя ваши возможности в своих целях.
и забирая плоды вашего творчества. Третья возможность – это способность змееносца к возрождению из пепла. Легенда о птице Феникс имеет отношение к знаку змееносца. Если завершение какого-либо из ваших дел совпадает по времени со змееносцем, то будьте готовы, что результаты этого дела сгорят, чтобы процесс начался заново, обновленный. К мистерии змееносца относят его способность с одинаковым успехом проводить человека как по сожженному пути, так и по пути обновления всего окружающего. В принципе, оба эти пути – это два конца одного и того же процесса. Разница в акцентах. А вот постановка акцентов зависит от того, к чему стремится человек в своей жизни, выходя на уровень работы змееносца. Если он хочет разрушить старое, будет сожженный путь. А если построить новое, пойдет процесс обновления. Поэтому, работая в змееносце, всегда помните о тех двух змеях, которые он крепко держит в своих руках. Пока существует разделение мира нижнего и мира верхнего, эти змеи будут жить. Их можно ослабить, но нельзя убить. Пока нельзя. Но змееносцу подвластны обе эти змеи. И регулируя силу их действия, что становится возможным только в пятом знаке верхнего зодиака. В змееносце вы можете достичь очень многого, так как он дает выход на матрицу пятого измерения. Добро и зло – понятия относительные. Многое из того, что хорошо одному человеку, плохо для другого. В змееносце решаются не личные проблемы отдельных людей, а коллективные, общие, для всех. В этом знаке появляется возможность найти тот срединный путь для всего общества, при движении по которому добро становится абсолютным понятием, понятием с божественного древа познания. В этом и состоит суть задачи змееносца. Отдельная личность может и должна вести своими идеями коллективные массы, но для того, чтобы их вести, необходимо знать куда. Так вот, в змееносце человек узнает, куда ему следует идти, чтобы своим движением направить коллективное бессознательное по правильному пути, по тому пути, который уготован высшими силами и запись о котором хранится в недоступном для других членов общества мире. Узнать и идти, несмотря ни на что. Вот такую возможность дает знак змееносца каждому, кто выходит на его уровень. Мои дорогие друзья, я как представитель данного знака, являясь змееносцем, обязательно выйду в прямой эфир 15 ноября для того, чтобы открыть портал и провести энергии змееносца на физический план. Приглашаю на прямой эфир. А сейчас я перечислю даты всех знаков верхнего зодиака, чтобы вы могли определить, являетесь ли вы духовным проводником всего человечества и какая ваша высшая миссия на Земле. Итак, первый знак – часы 13.03, 28.03. Второй знак – Пегас 11.02, 26.02 на границе Рыб и Водолея. Третий знак – Сфинкс 13.01, 28.01 граница Водолея и Козерога. Четвертый знак – Древо 14.12, 29.12 граница Козерога и Стрельца. Пятый знак – Змееносец 15.11, 30.11
граница Скорпиона и Стрельца. Шестой знак – Ворон. 16-10, 31-10, граница Скорпиона и Весов. Седьмой знак – Пастырь. 15-09, 30-09, граница Весов и Девы. Восьмой знак – Всадник. 15-08, 30-08, граница Девы и Льва. Девятый знак – Колесница. 15-07, 30-07, граница Льва и Рака. Десятый знак – Корабль. 14-06, 29-06, граница Рака и Близнецов. 11 знак – Охотник. 13-05, 28-05, граница Близнецов и Тельца. 12 знак – Кит. 13-04, 28-04, граница Овна и Тельца. Дорогие мои друзья, в следующих видео я обязательно расскажу о каждом из этих знаков отдельно. Пятимерная матрица Земли уже готова принять осознанное сознание, и мы сейчас все проходим огненную трансформацию для того, чтобы подключиться к этой матрице. Трансформация будет идти в несколько этапов и займет некоторое время. Если вам нужна помощь в трансформационных процессах, или вы хотите доосознаться, дораскрыть свою миссию, раскрыть свой творческий потенциал, осознать свои задачи на планете Земля и начать действовать, обращайтесь ко мне за помощью, за индивидуальными консультациями, используйте медитации на моем канале. Желаю вам успехов на пути. С вами была Иная, и мы всегда получаем то, чего желаем.